Так, нам надо вот это, по идее, да? Прям вот так, да? О. Так. 400 тонн, спасибо за 2 года. И Меллер, спасибо тоже за 2 года. Чему вроде говорит моего прохождения? Понятия не имею, откуда я знать. Куда я знаю? Горит и горит. Видимо, все. А, нет. Konami, компьютерный интертеймент. Япония представляет. Боярдыч, спасибо за 3 года. Хидео Каджима Гей. Выпиваем, чат. Аляска, Берингово море. Дикхуй. Дикхай, точнее, да. Трипл ZX, спасибо за Дикхай. Дикхай, добро пожаловать обратно. Звук тихий. База утилизации ядерного оружия на острове Shadow Modus. Атомная подлодка Агайска, входящего в лисе архипелага Аляски, была атакована и захвачена спецом подразделением нового поколения, возглавляемый членами Фоксхаунда. Негодяи. Они требуют, чтобы правительство передало им останки большого босса. Если их требование не будет выполнено в течение 24 часов, они применят ядерное оружие. Спасибо, Питер Гриффин, за соточку бойцов. У тебя будет две задачи. Первая, ты должен спасти директора DARPA Дональда Андерсона и президента Армстеха Кеннета Бейкера. Обоих заложники взяли. Во-вторых, ты должен узнать, есть ли у террористов возможность нанести ядерный удар и остановить их, если это так. А как мне туда проникнуть? На подлодке приблизимся туда. А потом что? Запустим одноместный БВП. Буксировщик боевых что-то там. Ладно. После того, как БВП подойдет как можно ближе к цели, брось его. Дальше тебе придется плыть самому. Спасибо, Армага, за соточку бойцов. Высокотехнологичный отряд особого назначения Фоксхаунд. Твой бывший отряд, которым я когда-то командовал. Все еще действует. 6 членов Фоксхаунда вовлечены в террористический акт. Психомантис, очень сильный телепат. Снайпер Вульф, красивый и смертельно опасный стрелок. Дикой Октопус, мастер маскировки. Вулкан Рейвен, великан и шаман. И револьвер Оцелот. Специалист по допросам и выдающийся стрелок. И, наконец, во главе всех них командир части Фоксхаунд. Жидкий Снейк. Человек с таким же позывным, как и у тебя. База утилизации ядерного оружия занимает весь остров. Я дам инструкции по кодеку, когда ты будешь на месте. Мне вообще надо озвучивать, или вы сами можете прочитать? Weapons and equipment OSP. Yes, this is a top secret black op. Don't expect any official support. Это первый МГС. Да. Хасуд, спасибо за полгода. И спасибо там еще за подарочную подписку.
Так. Металл. Gear Solid. Оп. Done. Капитан Разява, добро пожаловать в Райан Сар, что к тебе ждали лось, мое уважение. Короче, сами почитайте. Давайте еще погромче сделаю. What do you want from me? I just invited you here so we could have a talk. Invited? That's what you call sending armed soldiers after me? Sorry if they were a little rough with you. But we've got a serious situation here. Only you can get us out of it. I'm retired from Foxhound. You're not my commander anymore, and I don't have to take orders from you or anyone else. You will take these orders. I know it. Excuse me. Who's this? Dr. Naomi Hunter. She's chief of Foxhound's medical staff, and an expert in gene therapy. Are you military? No, civilian. I've been sent here from ATGC. Pleasure to meet you, Snake. Don't worry, this injection won't hurt a bit. Это на машину вколола? What's wrong? You don't like shots? Snake, listen up. It all went down 5 hours ago. Heavily armed soldiers occupied Shadow Moses Нет, Island, спутник еще не a изобрели remote тогда. island off the coast of Alaska. What soldiers? Next Generation Special Forces, led by members of Unit Foxhound. They've presented Washington with a single demand, and they say that if it isn't met, they'll launch a nuclear weapon. A nuclear weapon? I'm afraid so. You see, the island is the site of a secret nuclear weapons disposal facility. Foxhound hijacking a nuclear weapon? Now you understand how serious the situation is. You'll have 2 mission objectives. First, you're to rescue the DARPA chief, Donald Anderson, and the president of Armstech, Kenneth Baker. They're both being held as hostages. Those are some heavy-duty hostages. Подкаст на следующей неделе будет. Secondly, you're to investigate whether or not the terrorists have the ability to launch a nuclear strike, and stop them if they do. Any questions, Snake? Questions? I haven't even said whether I'd accept this mission. Well, you can make up your mind after you hear more about the situation. Так, это мы только что смотрели, да, описание? План операции, метод проникновения. Tell me about the nuclear weapon disposal facility. The disposal facility includes a hardened underground base. Even with our most advanced intelligence gathering equipment, we can't tell what's happening inside. So someone needs to penetrate, gather intelligence, and report back. Sounds like a spy movie. What's the insertion method? Well, an air insertion is impossible. Not with this storm going on. We'll approach the disposal facility by sub. Approach? Yes, within a few miles of it. The facility is equipped with sonar detection capabilities. They'd be able to hear our engine or propeller noise. And then? We'll launch a one-man SDV. Launch? Same as a torpedo, only this has no propulsion device of its own. After the SDV gets as close as it can, dispose of it. From there on, you'll have to swim. You want me to swim in sub-zero Alaskan water? Don't worry. That suit represents the latest advances in polythermal technology. The nuclear weapons disposal facility covers the whole island. I'll instruct you by codec after you reach your target. Anyone going with me? As usual, this is a one-man infiltration mission. Weapons and equipment OSP? Yes. This is a top-secret black op. Don't expect any official support.
Гений. What's the time limit? 24 hours. They say they'll launch after 24 hours. Do they say what the target will be? So far, they haven't mentioned the target. When did the countdown start? 5 hours ago. Почему Снейк на брифинге голый? Потому что его раздели. Человек во главе операции. Colonel, who are you speaking for? Не знаю, что Actually, генерал. I'm representing the U.S. government. So who's in supervisory control of this operation? The President of the United States. Скажешь, это Means the кастинг-фильм? president must be meeting with his top aides in the map room about now, huh? No, at this point, they're still video conferencing with each other. If that's a real nuclear warhead, shouldn't they issue a COG? Not yet. The Secretary of Defense has operational control and is fully aware of the situation. After you infiltrate, if you determine they possess nuclear launch capabilities, a COG will be issued. Well, if they haven't relocated to the nuclear shelter under Mount Washington, I suppose there isn't that much reason to worry yet. Is the National Security Agency in on this? Yes. So is the DIA, the Defense Intelligence Agency. The DIA? I'm starting to get a bad feeling about this. They'll be sending us some support. We don't need desk jockeys. We need a nuclear weapons specialist. Of course. A nuclear weapons specialist has already been assigned to us. Поддержка. Чего мотивация плыть? Да, вот мы сейчас это и слушаем. We need backup from a specialist. I'm just an amateur when it comes to nuclear weapons. I know. That's why I've requested the assistance of a military analyst named Nastasha Romanenko. She'll be 166 providing you сантиметров backup Украинка. by Kodak. A female analyst? She's built up an impressive record as an advisor for the Nuclear Emergency Search Team. Contact her if you have any questions. She's also an expert on high-tech weapons. Where's she working from? At her home in Los Angeles. California. Seems like a million miles away. Рой Кэмпбелл. Colonel, you're retired. Why are you involved in this? Because there aren't many people who know Foxhound as well as I do. Is that really the only reason? I've been soldiering for a long time. I don't know anything else. I guess even though I'm getting a little old, I still love to be in the field. Colonel, you're a lousy liar. Tell me the real reason. Okay, Snake. Sorry. I'll be frank. A person very dear to me is being held hostage. Who is it? My niece, Meryl. Племянница. What was your niece doing here? Several soldiers were reported missing the day of the revolt. And my niece was one of those called in as an emergency replacement. She looks like you. She's my little brother's girl. 18 He лет. died in the Gulf War. And since then, I've been watching after her. A personal motive, Colonel. That's not very soldierly. I'm retired. I'm just an old man now. And I'm your friend. Since when are we friends? I've thought of us as friends since the fall of Zanzibar. With my personality, I don't have too many friends. That's what I trust about you. It's what makes you human. Please, Snake. Save my niece, Meryl. All right. But I have two conditions. Name them. One, no more secrets between us. I want complete disclosure at all times. And two, I'll only accept orders directly from you, Colonel. No cutoffs involved, okay? Agreed. That's why I was called. But one thing, What? I'm not a colonel anymore. Just a retired old warhorse. I understand, Colonel.
Помню, когда Брови начинал марафон, я помню, зашел к нему просто так глянуть одним глазком. Вот там вот был момент, вот именно вот этот диалог. И Брови такой, он заканчивает диалог, Брови такой, бля, какие охуенные диалоги. Просто, прямо. Мне прям это вот запало, прям вот мне в память этот момент, он такой, прям, блядь, как круто. Правда, охуенные. Да ну они такие, типа, ну, я не говорю, что они плохие, нет. Ни в коем случае, нет. Хорошие, да, но, типа, ну это такое, вот я говорю, это клише таких боевиков 80-х годов, по которым Кодзима перся, видимо. That doctor, is she part of this operation too? She was in charge of Foxhound's gene therapy. She knows more about those men than anyone else. You mean you've seen them naked? Make no mistake, I'm not a nurse. I'm a scientist. By the way, what was that injection for? It's a combination of nanomachines and an anti-freezing peptide so that your blood and other bodily fluids don't freeze, even at subarctic temperatures. Nanomachines? Not just one kind, either. There are different types which will replenish the supply of adrenaline, nutrition, and sugar in your bloodstream. Now I don't have to worry about food. I also put some nootropics in there. Say what? Nootropics. A class of drugs which will help improve your mental functioning. It'll make me smarter, huh? Anything else? Yes. Benzedrine. It's a type of stimulant. It'll keep you alert and responsive for 12 straight hours. That was quite a cocktail. Anything else in there? Those nanomachines will also keep your Codex batteries charged up. I guess I can call you when I'm ready to go on a diet. You're welcome. Коктейль. Нормально себя видите. Так, подробная информация. Заложники. The chief of DARPA and the president of an arms manufacturing company. What business did they have at a nuclear weapons disposal facility? The truth is that secret exercises were being conducted at the time the terrorist group attacked. Must be extremely important exercises if those two were directly involved. Were they testing some kind of new advanced weapon? I'm not privy to that information. Do we know exactly where they're being held? The DARPA chief has also been injected with a mini-transmitter. As you get closer, you should be able to pick up his location on your radar. Ядерное оружие. Спасибо, клоун Дюб, за 5 лет. The ability to launch a nuclear missile? They say they do. They even gave us the serial number of the warhead they plan to use. Was the number confirmed? I'm afraid so. At the very least, they've got their hands on a real nuclear warhead. Isn't there some kind of safety device to prevent this type of terrorism? Yes. Every missile and warhead in our arsenal is equipped with a PAL, which uses a discrete detonation code. PAL? Permissive Action Link. The safety control system built into all nuclear weapons systems. But even so, we can't rest easy. Why not? Because the DARPA chief knows the detonation code. But even if they have a nuclear warhead, it must have been removed from its missile. All the missiles on these disposal sites are supposed to be dismantled. It's not that easy to get your hands on an ICBM. That used to be true. But since the end of the Cold War, you can get anything if you have enough money and the right connections. Деньги и связи. Вооружение террористов. How well armed are these terrorists? I know there was an exercise going on at the time they revolted. They're heavily armed, I'm afraid. What about their battle experience? The 6 members of Foxhound in charge are all hardened veterans. They're tough enough to eat nails and ask for seconds. I wouldn't expect anything less from Foxhound. The others are next-generation special forces. They're not your average grunts either. Тебе не нравятся наивные боевики? Почему? Я их обожаю. Я на них вырос. Собственно, во многом поэтому мне эта игра так зашла в детстве. A person's remains. Remains? That's right. To be more accurate,
cell specimens which contain the individual's genomic information. Cell specimens? Why would they want that? The terrorists need them. You see, these next-generation special forces have been strengthened through gene therapy. Strengthened? You've heard of the Human Genome Project. They've been mapping the human genome, and they're nearly finished. Following up on this research, the military has been working towards identifying those genes which are responsible for making effective soldiers. There are genes that do that? Yes. And using gene therapy, they're able to transplant those genes into regular soldiers. Gene therapy? I'll explain this part. With gene therapy, we can remove those genes which we know may lead to sickness or disease, and at the same time splice in genes with beneficial effects, such as resistance to cancer, for example. In other words, we can overcome all sorts of genetic diseases, and at the same time add genetic characteristics as desired. Okay. And so if you knew what genes were responsible for making the perfect soldier, you could implant them in the same way, right? Yes, we could. But it all depends on being able to isolate and identify those soldier genes. And in order to do that, it's helpful if you can study the genomic information of one of the greatest soldiers ever. Спокойной ночи, Андрей Воробей, спасибо, что смотрел. Greatest Soldier Ever. Генетическое усиление. One of the greatest soldiers ever? The man they call the greatest warrior of the 20th century. You don't mean Big Boss. That's right. We've been working feverishly to identify the genes responsible for his incredible combat skill. So far, we've discovered about 60 of the so-called soldier genes. So his body was recovered after all. Yes, and his cells have remained frozen in a cryo chamber. His genomic information is a priceless treasure to mankind. Priceless to the military, perhaps. His body was burned severely, but it was possible to restore his DNA profile from just a single strand of his hair. You people are amazing. And then you're gonna transplant those genes into soldiers? Yes. We'll use a process that I discovered called gene targeting. The strongest soldiers don't become what they are by acquiring their skills through training or experience. We now know that hereditary factors are far more crucial for creating superior soldiers. Snake, we can't give them his body. It's potentially more dangerous than all the nuclear warheads on that island put together. I hear the terrorists are calling themselves the Sons of Big Boss. The Sons of Big Boss? Величайший солдат в 20 веке. Просто самый великий, вообще легендарный. Был убит с помощью зажигалки и баллончика с аэрозолем. Грей, спасибо за 3-й год. Нет, ты потрясающий. Спецподразделение нового поколения. Не смесь, имею право, я это полчаса назад сделал самолично. Tell me about these next generation special forces. They started out as an anti-terrorist special ops unit, made up of former members of biochem units, technical escort units, and the nuclear emergency surge team. Their purpose was to respond to threats involving next-generation weapons of mass destruction, including NBC weapons. Until they were added, that is. Who's they? These guys didn't start out as regular army. Looks like a pretty international group. Mercenaries? Yeah, and it gets worse. Most of them were from a merc agency that I think you're familiar with. They were part of Big Boss's private guard. And after Big Boss went down, the military just bought out all their contracts. Outer heaven. After that, they were merged with our own VR unit, Force 21, and retrained. If you ask me, these so-called next-generation special forces should be called simulated soldiers. They have no real battle experience. Video game players, huh? Don't forget they've all been strengthened with gene therapy. They carry genes which make them excellent soldiers. Don't get careless just because they don't have much experience. I thought using genetically modified soldiers was prohibited by international law. Yes, but those are just declarations, not actual treaties. The interesting thing is that nearly every member of the unit conspired in this attack.
Кто лучше вайфу, Квайт или Лиза из Лиза Шока? Какая еще Квайт? Я не знаю, что такое Квайт. Ну, увидишь, Сеоакти, ты неправильно думал. Я в моче 3 раза не умирал. У меня, кстати, вопрос по поводу этой мочи. Если она настолько прямо разрушающая, то почему тогда она через пол не уходит прямо к центру земли, прожигая все? И почему я тогда, если хорошо, если она так уничтожает биологический материал, так хорошо, то почему я, наступая в него ботинком, растворяюсь? Мне отправят генный баг, теперь он не будет гореть. Что ты тогда будешь делать? Заморожу его тогда, не знаю, наверное. Ботинок кожаный, понял. Так, причины ненагласного объединения. Одобрения. How could an entire unit be subverted to rebellion? They're calling it a revolution. Since they all went through the same gene therapy, they probably felt closer than brothers. They see the unit as their only family. The son's a big boss. But if they were regular army, they must have been interviewed periodically by army counselors. According to their files, they all got straight A's on their psychological tests. They all seemed like fine, upstanding, patriotic soldiers. But they all took part in the uprising? No. Several people didn't show up on the day of the exercise. That's why there was a resupply of troops. Was there any sign recently that something might be wrong? There was a report a month ago that they were acting strangely. Apparently they consulted classified information about the soldier genes and performed their own gene therapy experiments. They can do that even without you? Well, our gene therapy process is almost completely automated. And besides that, they're all geniuses with IQs over 180. Even the existence of this genome army is a national secret of the highest order. We've been hoping to investigate this thing quietly and deal with it behind closed doors. Так, отряд Foxhound. Сейчас, видимо, уже играть пойдем. High-tech Special Forces Unit Foxhound. Your former unit, and one that I was a commander of. An elite group combining firepower and expertise. They're every bit as good as when I was commanding them. So they're still around. There are 6 members of Foxhound involved in this terrorist activity. Psycho Mattis, with his powerful psychic abilities. Sniper Wolf, the beautiful and deadly sharpshooter. Decoy Octopus, master of disguise. Vulcan Raven, giant and shaman. And Revolver Ocelot, specialist in interrogation and a formidable gunfighter. Looks like a lovely bunch of folks. Too bad we'll be meeting under these circumstances. And finally, in charge of them, Foxhound's squad leader, Liquid Snake. Liquid Snake? Yes. And you're the only person who can stand against him. Почему я-то? Почему я? Liquid Snake. Liquid Snake. The man with the same codename as you. Tell me what you know. He fought in the Gulf War as a teenager, the youngest person in the SAS. His job was to track down and destroy mobile Scud missile launching platforms. You were there too, I believe. Didn't you infiltrate Western Iraq with a platoon of Green Berets? I was just a kid myself back then. The details are classified, but it seems that originally he penetrated the Middle East as a sleeper for the SIS. He was a spy for the British Secret Intelligence Service? But he never once showed his face in Century House. He was taken prisoner in Iraq, and after that there was no trace of him for several years. After you retired, he was rescued and became a member of Foxhound. I thought that by the time I left, they were no longer using codenames. I don't know his real name. That information is so highly classified that even I can't look at it. Here's a photo of him. Pretty shocking, huh?
His skin tone is different, but otherwise you two are exact duplicates. I have a twin? I don't know the details, but it seems so. That's why we really need you for this mission. You're the only one who can beat him. Now that I've met you, I know. You've got something that he doesn't. I can see it in your eyes. Why don't I find that thought more comforting? Не, АУК 512, ничего такого нету. Можешь просто по ссылкам перейти, если хочется поддержать. По всем, которые под стримом есть. На баннерах. Так, ну все, мы прослушали весь брифинг, прикиньте. Ничего себе. I need to borrow your scissors. What are you going to do? Don't worry, just gonna clean myself up a little. Huh? I don't want to be mistaken for the leader of the terrorists. Брифинг стиля ничего не скажешь. Абсолютно. Так, есть дополнения еще какие-то. Предыдущие задания. Metal Gear. 95-й год, Южная Африка, 200 километров к северу от Гарсбурга, Outer Heaven, город-крепость, созданный легендарным наемником, которого страшились в бою и друзья, и враги, как героя и как безумца. Западные нации узнали, что в Outer Heaven разрабатывается оружие массового поражения, способное изменить ход истории. Они вызвали высокотехнологичное подразделение специального назначения Foxhound, чтобы разобраться с ситуацией. Спасибо большое, Ремдарт, за 200. Спасибо. И за то, что по ссылке перешел, тоже отдельное спасибо. В ответ на данный приказ большой босс, глава Фоксхаунда, посылает Грей Фокса, человека с позывным Фокс, который дается лучшему члену подразделения. Так, сейчас, сек. Операция проникновения номер 313. Через несколько дней после своего последнего сообщения Metal Gear. Грей Фокс пропадает. Осознав всю серьезность ситуации, западные страны вновь обратились к Фоксхаунду. Большой босс выбирает Солида Снейка, который недавно присоединился к подразделению Фоксхаунд на роль агента. И доверяет всю операцию ему. Успешно проникнув в Outer Heaven, Снейк входит в контакт с членами местного сопротивления Шнайдером, Дианой и Дженнифер. Благодаря им Снейку удается спасти Грей Фокса. Грей Фокс рассказывает ужасающие факты о Metal Gear. Metal Gear — это рабочее название заряженного ядерными зарядами, ходящего на двух ногах танка. Он способен проходить по местности, недоступной для обычного танка, а также применять оружие локального действия, используя такие его уникальные виды, как пушка «Вулкан» и противотанковые ракеты. В скобочках просто стоит, ничего не делает, ты на ноги ему ставишь взрывчатку, и он взрывается. Да. Так, это действительно был новый тип оружия, который способен запустить ядерную ракету в любую точку планеты, откуда угодно. С помощью Metal Gear Outer Heaven пытается добиться своего военного превосходства над всем миром. Получив приказ уничтожить Metal Gear, Снейк спасает главного инженера Metal Gear доктора Петровича и его дочь Лену, которая была взята в заложницы, чтобы заставить ее отца продолжать работу над проектом. Петрович рассказывает Снейку, как уничтожить Metal Gear. Но когда Снейк приближается к сердцу Outer Heaven, он попадает в хорошо расставленные ловушки, как будто враг знает обо всех его действиях. В середине обострившейся битвы лидер сопротивления Шнайдер попадает в руки врага. А сам Снейк получает серьезные раны после сражений с лучшими наемниками Outer Heaven. В скобочках к челы, к которым ты подходишь в убор и просто зажимаешь кнопку стрельбы. Но неукротимый дух Снейка приводит его на 100-й подземный этаж секретной базы, где проходила разработка Metal Gear. После прохождения мощной защитной системы, которая уничтожала всех посторонних, Снейку удается окончательно разрушить Metal Gear. Завершив свою миссию, Снейк пытается вырваться из Outer Heaven, но во время побега его останавливает один человек, командующий Фоксхаунды, Большой босс. Большой босс смеется над удивленным Снейком и рассказывает ему правду об этой миссии. В скобочках господи, рассказали еще по кодеку про это дело. Что это Биг Босс. Будучи командующим Фоксхаунда, Большой босс, к тому же, создал компанию наемников, используя связи и капитал, накопленный за то время, пока сам был наемником. Он планировал преобразовать эту компанию в крупнейшую военную организацию и построил Outer Heaven как базу для нее. Послав новичка Снейка, он хотел сбить с толку
Запад. Но большой босс просчитался. Он никогда не думал, что Снейк зайдет так далеко. Потеряв Metal Gear, большой босс активирует систему самоуничтожения подземной базы. Во время отсчитываемых до уничтожения секунд его повторяемый эхом крик бьется в пустоте. «Ты зашел далеко, слишком далеко!» На 100-м этаже подземной базы начинается схватка двух людей, вне идеологии и политики. Город-крепость Outer Heaven пал, неприступная крепость, созданная при помощи лучших военных технологий, населенная самыми выносливыми наемниками, пылала в огне. Языки пламени за его спиной тянулись к самому небу, возвещая падение Outer Heaven и оставляя Солида Снейка в одиночестве. Metal Gear 2 Solid Snake. 1999 год. Мир сталкивается с энергетическим кризисом. Становится очевидным, что западные нефти истощаются гораздо быстрее, чем ожидалось. Миша нет, спасибо за 2-й год, дружище. Как бы там ни было, но разработка альтернативного топлива далека от завершения. Цена на нефть взлетела до неба, и мировая экономика оказалась в замешательстве. Ожидалось, что 21 век станет веком хаоса. Открытие одного человека изменило сложившуюся ситуацию. Гениальный биолог из Чехии, доктор Кио Марв, изобрел Ойликс, микроорганизм, способный производить очищенную нефть. Мир наполнился надеждой от открытия этого мессии, надеждой разрешить проблему энергетического кризиса. На обратной стороне медали стало... Но обратной стороной медали стало вступление в эпоху напряженного внимания к этому новому типу микроорганизмов. Как раз, когда внимание всего мира было приковано к Ойликс и доктору Марву, он был похищен и исчез. Нации начали незамедлительное расследование, и название вскоре открылось. Занзибария. Занзибария, ультранационалистическое государство, появилось в Центральной Азии в 1997 году. Когда началось их восстание, интернациональная армия, сформированная возле России, сразу же выслала отряды для его подавления. Занзибария сопротивлялась при помощи группы наемников, собранных со всего мира, и защищающих большую часть страны. Оудингс, спасибо за 2-й год, дружище, спасибо огромное, что остался. В результате интернациональная армия в скором времени потерпела поражение, а Занзибария отстояла свою независимость. Учитывая, что активное участие в боевых действиях принимали наемники, эту войну назвали «войной наемников», а Занзибарию стали называть «городом-крепостью». Военная нация с группой наемников была защищена неприступной крепостью. Согласно последним данным, Занзибария возможно вооружена ядерным оружием. Сценарий был предельно ясен. В дополнение к ядерному оружию, завладев Ойликс, Занзибария пыталась установить свое экономическое и военное превосходство над миром. А ведь спокойно сложившейся ситуации США отдают приказ Рою Кэмпбеллу, командующему высокотехнологичным подразделением специального назначения Foxhound, спасти доктора Марва. Кэмпбелл в прошлом был членом отряда Foxhound. Он вернул Солида Снейка, человека, которому в одиночку удалось разобраться с городом-крепостью Outer Heaven 4 года назад. Он попросил Снейка вернуть домой Марва и Ойликс. После успешного проникновения в Занзибарию с помощью агента ЦРУ Холли и других, Снейку удается попасть вглубь крепости и снова встретиться с доктором Петровичем, главным инженером Metal Gear из Outer Heaven. Его также похитили и увезли в Занзибарию, где заставляли разрабатывать новый Metal Gear. Он рассказывает удивленному Снейку еще более шокирующий факт. Большой босс, человек, которого Снейк одолел в Outer Heaven, стал верховным главнокомандующим в Занзибарии. Снейк спасает доктора Петровича благодаря помощи Наташи, которая была охранником доктора Марва, а в прошлом чешским агентом Интерпола. Она была направлена в тюремное здание в глубине крепости с целью спасти доктора Марва. Когда Петрович и Наташа переходили через узкий подвесной мост над глубокой пропастью, он был взорван ракетой. Из-за взрыва Наташа падает в пропасть. Нет. Не падает в пропасть. Не способный что-либо сделать, чтобы спасти Наташу, Снейк слышит хорошо знакомый голос. «Эй, Снейк, мы же хорошие приятели, я могу тебя отпустить, просто покинь это место». Грей Фокс. Снейк видит Грей Фокса, управляющего Metal Gear'ом, лучший боец Фоксхаунда, который исчез после падения Outer Heaven, будто бы последовал за большим боссом. Из-за смерти Наташи прямо на его глазах и потери Петровича Снейк в отчаянии кричит: «Фокс, я не сдамся!». После нескольких опасных сражений с наемниками Снейк наконец-то добирается до тюремного здания, где держали доктора Марва. Но он не успевает. Он видит тело Марва и стоящего рядом Петровича, который ничего не мог поделать. Петрович говорит Снейку, что Марв не выдержал постоянных пыток из-за проблем с сердцем. Снейк получает срочное сообщение от Холли. Информация, содержащаяся в нем, была шокирующей. Петрович добровольно приехал в Занзибарию, чтобы работать над Metal Gear'ом. Похищение доктора Марва было проведено по настоянию самого Петровича. После того, как правда открылась, Петрович нападает на Снейка, но Снейк с легкостью разбирается с ним и находит структурный план Ойликс.
Петрович, литерально, самый сложный босс Metal Gear 2 был. Самый сложный. Снейк пытается уйти, но его снова останавливает Metal Gear, управляемый Грей Фоксом. На подземной базе происходит грандиозное сражение. Наконец Снейку удается уничтожить Metal Gear, но Грей Фокс еще не проиграл. Вызывает Снейка на последнюю битву. В самом центре минного поля. В скобочках комната по периметру которой мины установлены. Снейк и Фокс сражаются безо всякого оружия. Рукопашная дуэль. Без ненависти или стремления к убийству. В этот момент двое были на пределе сил, за гранью слов и эмоций. Снейк выигрывает эту жестокую, но чистую схватку против Грей Фокса. Как бы там ни было, но есть еще один человек, с которым Снейк должен сразиться. Большой босс. Как и 4 года назад в Outer Heaven. Большой босс ждал Снейка. Тот, кто однажды испытал напряженное сражение, никогда не сможет покинуть поле боя. Я даю тебе то, ради чего ты живешь, и это война. Снейк приводит в ярость высокомерие большого босса. Есть только одна битва, в которой я должен сражаться. Я освобожусь от тебя, чтобы покончить с этим кошмаром. Большой босс, я убью тебя. Со структурным планом Ойликс, Снейк и Холли выбираются из Занзибарии на спасательном вертолете. Кстати, никто не сказал про картридж MSX, что планы-то были в картридже MSX. Ну ладно. Снейк вновь спасает мир, но на его лице нет улыбки. Последние слова большого босса продолжают звучать в его голове. Кто бы ни победил, битва не закончится. Проигравший покинет поле сражения, победителю уже придется там остаться. И выживший продолжит свою жизнь как воин, пока не умрет. После Снейк исчезает среди белых просторов Аляски совсем один. Так, у нас еще есть тренировка VR. Мы хотим ее проходить, нет? Ну, давайте одну. Дойдите до цели, избегая патрулей. Тренировка кончится, если вас обнаружат. Заодно управление проверим. Ай, блять, тихо. Давайте, до первого фейла. До первого фейла. Ну и не очень-то и хотелось ваши тренировки проходить дурацкие. Перерыв перед игрой бы? Мы можем, знаешь, какой перерыв сделать перед игрой? Можно сделать смешной перерыв перед игрой. Вот такой можно сделать смешной перерыв. Только я бы, наверное, чаю бы сделал сперва. Да, давайте я пойду, короче, чаю себе заварю тогда. Через 5 минут вернемся. Посмотрим тогда вот этот ролик под чаек. А потом начнем играть. Все, нормально себя видите. Кто будет бесоебить, тех высеку.
Так, ну что, надо кого-то высечь, нет? Что мы узнали из сюжета похода 2 частей Metal Gear? Предысторию, события Metal Gear Solid. Что конкретно тебя интересует, чел? Что за вопросы? Я просто вопросы такие не понимаю. Вот я только что читал. Что значит, что узнали? Я прочитал, сколько там, 13 и 19 страниц. Свежий видос ВГН про Green Dog нет, не смотрел. Так, ладно. Поехали. Че, у тебя есть печеньки? Я только сейчас понял, вот это? Подожди. Да подожди ты. Вот это пиратская контра. Откуда он вообще взял футаж ее? Че это вообще такое? Это хак. Это хак контры, потому что, если вы обратите внимание, задники взяты из Mighty Final Fight. Подводящий член. Я, если что, проходил этот Snake Revenge. Это пиздец, полный пиздец вообще. Но справедливости ради, в ней, в отличие от первой части Несовской, Metal Gear все-таки был. Да? Вот, видите, это начало игры. То есть, как вы помните, MSX-ская версия начиналась с того, что он уже сразу в Outer Heaven залезал. А здесь какие-то джунгли.
Если что, вот это третий игровой экран, вот это. Еп. Не, ос балдежный, да. Еп. Бинокль резает. Ну, типа джунгли. Типа заблудился. Перевод сабов так себе. Потому что это автоматический перевод английских сабов. Понимаешь? Это еще не самый плохой вариант. Самый плохой вариант это когда у тебя автоматически генерятся сабы английские, которые у тебя потом еще автоматически переводятся на русский. Вот там прям... Не, в Яндекс.Браузере не чекал. Но это на самом деле не совсем так работает. Он как бы транслирует, когда ты вызываешь, то он закрывает, ну, визуально закрывает яму, но яма остается в том же размере, в котором она была. То есть, если нажать транслир в самый момент появления ямы, то она будет только вот, соответственно, 4 клеточки. Не вот вся вот яма, а будет только 4. И можно будет обойти.
путаница с бизонами. Еп. Самое забавное, что вот эти все минусы, которые он подмечает, они в детстве мной воспринимались как, ну, типа, абсолютно нормальные вещи. Ну, да, окей, ну, типа, ну, это так работает, так это, значит, должно быть. Вот как ему вот это удалось, я не знаю. Это, кстати, вместо босса вертолета было. Траху. Спасибо, Флагман, за 4 года. Что? Так, Сома, что там в оригинале было? Мне очень интересно. Так, подождите. Хидео Коджима said it slurped anal gazes. Ну, не он глотал, а что он сказал, что эта игра глотала жир из дырки бородавочника. Фу. Фу. Так, ну ладно, все. Поехали.
Трудно без радара. Хотим ли мы играть без радара? Вопрос. Я, честно говоря, думаю, что нет. Поэтому будем на обычном. Экстрим заблокирован. Он только на New Game Plus только открывается. Дэвид Хейтер. Душно будет, да, я согласен. Я проходил, если что, на трудном, я помню. Но это было прям реально душновато. А на экстриме я, кстати, не смог пройти. На экстриме я дошел до ниндзя первого, и я просто его не смог победить. Там фишка в том, что ты можешь, по-моему, только что-то один рацион с собой носить. У тебя полоска хп, типа, вот так узенькая. Где подводная лодка? Ты брифинг-то пропустил, что ли, чел? Опоздал, да? Ну вот сразу видно опоздунов-то. Подводная лодка запустила буксировщик с большого расстояния, потому что ее бы сонары уловили. И, соответственно, Снейк прибежался сюда на бесшумной, так сказать, бестяговой дресне, из которой потом вылез и вручную доплывал. С кем в детстве играл, без перевода. This is Snake. Colonel, can you hear me? Loud and clear. What's the situation, Snake? Looks like the elevator in the back is the only way up. Just as I expected. You'll have to take the elevator to the surface, but make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Got it. Okay, I'm ready to go. Выдача защиты от пиратства в виде набора правильной частоты придумана. Первый раз про такое слышу. Паёк. Так, ну-ка, управление-то я еще помню. Еп. Ну-ка, посмотрим, научился ли я, не разучился ли я их душить. Нет. Блять, лужа. Ну вот не видно было лужу-то. Наверное, ветер, подумал охранник. Игрок игры была написана частота April. Ну пусть будет April. Это не защита от пиратства. О. Nice. Это не защита от пиратства, это попытка гения, удачная, между прочим, сломать четвертую стену, или какую там стену, пятую, шестую. Саунд спиздили с Боша какой? Так, а как вызывать-то его? Вот так же вроде нет. А, он сам едет. Понял. О, еще. Жесть тут, конечно, пайков.
Ну, подскользнулся, наверное, ветер. Ветер, наверное, сдул тебя, и ты подскользнулся. Жесть, сколько пайков. Ну, поехали. 180 IQ солдат. Это не они 180 IQ солдаты, это боссы только. Эти просто геномодифицированные. Блин, кстати, а мы пропустили, а сколько раз уже Коджима появлялся в этих, в надписях? О, раз, все, пьем. Пьем. Да-да, я, говорит Коджима. Человек, который считает животных. Бэмс. Tactical Espionage Action. Ну, конечно, вступление мое почтение, да. Я помню, как в детстве это казалось просто что-то, вау, просто запредельно крутым, нереально. Это и графон на тот момент считался просто нереально крутым. И вообще само происходящее. В это было, так сказать, трудно поверить. Как будто ожившее кино было. Без шуток. It's Snake. I'm in front of the disposal facility. Excellent, Snake. Age hasn't slowed you down one bit. How's that sneaking suit working out? I'm nice and dry, but it's a little hard to move. Bear with it. It's designed to prevent hypothermia. This is Alaska, you know. Take it easy, I'm grateful. If it weren't for your suit and your shot, I would have turned into a popsicle out there. An anti-freezing peptide, Snake. All of the genome soldiers in this exercise are using it. I see. I'm relieved to hear that. Already tested, huh? By the way, how's the diversionary operation going? 2 F-16s just took off from Galena and are headed your way. The terrorist radar should have already picked them up. Behind D. Colonel. Знакомая What's a тема. Russian gunship doing here? I have no idea, but it looks like our little diversion got their attention. Now's your best chance to slip in unnoticed. Так, у меня вообще есть вопрос. А Ханди это настоящий вертолет или нет? Подождите. Или это чисто кодимовский? Ханди. Ми-24 так называется? Ми-24. Классификация НАТО Хайнд Лань. Вот так, да, ничего себе. Наш. Круто, да? Да-да, наши. Русские по чертежам Кодзимы делали. Гений. There are only 18 hours left until their deadline. You've got to hurry. Wow, he must be crazy to fly a hind in this kind of weather. Who's that? Oh, sorry. I haven't introduced you to yet. This is Mei Ling. Когда был брифинг, с момента условия террористов прошло 5 часов. То есть 20, должно было быть 19. И, соответственно, сейчас осталось 18. То есть за час он до сюда добрался, после брифинга. То есть он был на Аляске, Снейк, и вот... Ну, видимо, где-то он недалеко был. She was assigned to us as our visual and data processing specialist. She designed your codec,
as well as your Soliton radar system. Contact her if you have any questions about either of them. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. Брифинг на подлодке был? What's wrong? Нет. Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. You're just flattering me. No, I'm serious. Он все время подкатывает Well, I know I к won't be девочкам, bored вы for the next заметили? 18 hours. Come on. I Он can't всегда believe к ним I'm being hit on подкатывает. by the famous Solid Snake. But I'm surprised. You're very frank for a trained killer. Looks like we both have a lot to learn about each other. Yeah. I'm looking forward to learning about the man behind the legend. But first, let me explain about your Soliton radar system. Нет, я просто думал, что его, на Аляске его нашли и притащили куда-то, типа там, не знаю, в центр страны. Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Make sure you don't let them see you. First, I want you to infiltrate the disposal site and look for the DARPA chief. The DARPA chief was injected with the same GPS transmitting nanomachines as you. He should appear on your radar as a green dot. Get whatever information you can from him about the terrorists. If he's alive, that is. Snake, your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. Yes, it gets jammed easily, I'm afraid. Yes, it's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. We'll be monitoring your movements by radar, so contact us by codec anytime you want. Got it. I'll call if I'm feeling lonely. Seriously, Snake, we're here to back you up, so call if you need some information or advice. I'm also in charge of your mission data. Contact me if you want me to record your current status. My frequency is 140.96. It's a dedicated frequency for saving data. Don't forget it. Remember, except for your binoculars, you're naked. You need to arm yourself with whatever weapons you can find. I remember. First, I'm strip searched by Dr. Naomi here, and then all my weapons are taken away. Imagine yourself put in that position. Well, if you make it back in one piece, maybe I'll let you do a strip search on me. I'll hold you to that, Doctor. By the way, Я этого sorry не to помню. disappoint you, but I did manage to smuggle out my smokes. How did you do that? In my stomach. Thanks to the shot you gave me that suppressed my stomach acids. Cigarettes? How are those going to help you? You never know. If you want to get in, there's the front door. Подмигнула мне, да? Ну я пропустил. Ну It's the ладно. fastest way, but there's too much risk of being spotted by the enemy. I can't just knock on the door and ask them to let me in. There's one sentry on the left and one on the right. They're armed with 5.56ers and pineapples. Кайфовые стримы, спасибо. Спасибо тебе, что смотришь. Спасибо за ссылочку, дружище. Акелиус. Спасибо. Акелиус. Спасибо большое. What about the air duct near the door? There should also be a duct on the second floor. I can't see it from here. Контрабанду протащил, да. I'll let you decide the best COA. I'm counting on you, Snake. На всякий случай для сектантов поясняю, что мы здесь рофлим не над величием Кодзимы, не над игрой, а над всякими игровыми условностями, типа, что это солдаты с обостренным слухом и видимостью, ты просто прям перед ним такой кругами бегаешь, он такой, что это, наверное, это ветер. Мы рофлим над такими моментами здесь. Зачем этим челам туша Шона Коннери? Чтобы из нее достать гены и вколоть себе, чтобы стать тоже такими же крутыми. Если совсем по-простому. Да сколько этих рационов тут будет-то, боже ж ты мой. Ой, смотрите, там что-то крутится. А, по-моему, это какие-то гранатки. Насколько я помню. Так, ну что, время придушить чела? В смысле, как?
Успел, смотрите, успел заорать. А, блин, я забыл про прожекторы. Тихо, 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 подожди, не стреляй, не стреляй. Братан, не стреляй, не надо. Я забыл про прожекторы. Блин, гений меня переиграл. Опа! Это же то, о чем я думаю? Найс. Там что-то крутится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сурвейленс камера. Что же делать, да? Ой-ой-ой-ой. Хорошо, что у нас есть Эмигр. Сышигр. Та-та-та-ра-тай, та-та-та-та-рай. Та-да-там. Опа. Знаете, что это означает? Означает, что время перекура. А, тихо, 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 тихо. Если игра первая часть марафона, получается, что так. Звонят. Алло? That base must have some kind of ventilation system to recirculate the air. There should be air ducts around there somewhere. То есть ты мне звонишь прямо перед тем, как я уже залезаю туда, да? There's probably a diesel generator somewhere. And since generating electricity requires oxygen, there must be exhaust openings for that too. You're not gonna believe this, but they shot down the F-16s we were using as a diversion with a Hind D. Then we got a message from Liquid. He said if we try something like that again, he'll launch the nuke. Snake, hurry up and get in there. Потому что наш. Потому что наш. Нет, это не ГОК-версия. Какие-то жалкие F-16 против нашего-то, а? Советская мощь, да. Сосут жопу они. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a drill instructor, so I moved out here for some peace and quiet.
I'm in retirement, Жестом just круто. like you. Once in a while, I still help train the Alaskan Scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Эхо, пиздец? Так ты не понял. Это телефон ему вмонтировано в череп. В челюсть, по-моему. А отвечает он вообще силой мысли. То есть он ртом на самом деле не разговаривает, когда по телефону поэтому говорит. Гений? Ты что, ты думал, что ли ты гения переиграешь, чел? Ха-ха, конечно. Переигрывал, куда еще не выросло. I moved the Darker Chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? They just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell? Woman in the cell? Something Что? happened? There's an intruder. Really? He's already done 3 people. He's killed 3 people? Yeah. Say he's using stealth, too. Stealth? There's an intruder besides me? Anyway, I want you to increase the security detail on the chief. Прикинул Гукадзиму. Он написал, мол, Solid Snake ползет по трубе, потом такой, о, телефончик занят, поворачивается, отвечает и обменивается любезностями среди операций, где нужно остаться незамеченным. Я ж тебе объясняю, это телефон вмонтирован в голову, он даже ртом не шевелит, когда разговаривает. Алло, ты не переиграешь гения никогда. И не слышит ни что ему говорят, ни что он говорит. О, коробочка. Еще коробочка. Может быть, это еще один рацион? Ну что такое? Что? Чел. Не звони мне больше. Да, это еще один паёк. Урану Солар. Добро пожаловать в Оранье Царство. Только тебя и ждали. Лойс, мои уважения. Располагайся. Ты опять выходишь на связь? Use the elevator to change floors. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Паёк в коробке метр на полметра. Там, наверное, целая свинья в банку засунута 3 килограмма риса. Ну, возможно, возможно. МП граната. Да, ну музыка, конечно. Кайф. Элфрей, спасибо за здоровяк. Здоровяк, добро пожаловать в Оранье Царство. Только тебя ожидали, Лось, мои уважения. Спасибо огромное, Элфрей. Что же здесь? Что же здесь? Что же здесь? И это тепловизор. Вау. Никити Китави, спасибо за 2-й год. Спасибо, что остался с нами, красавчик. Вау, как же круто.
Задушено. Еще один пай. Вот вы лучше во второй части их так сыпали, блин. Забавно, кстати, что Кодзимыч решил оставить ту тему, что если ты убиваешь чела по-тихому, да, то из него есть шанс выпадения всякой темы прикольной. Так, что-то мне не нравится, как он двигается, чел. Да, вот так лучше. Все, тишина и спокойствие. Кнопки спамишь? Да, конечно. Опа! Соком патроны. Кайф. Так, ну что, на лифте поедем, да? Я так полагаю. Опа, еще соком патроны. Кайф. Жесть, там лифт скоростной, да? Просто такой... А Лайфер, спасибо за 4-й год. Так, мы сейчас на первом, да? Поехали в Б1. Во второй части уже по-другому будет с лутом. Я не помню, честно говоря, как там во второй. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Hurry and rescue him. Как тебе ремейк этой части на GameCube? Не доводилось попробовать. 6-я, прикиньте, нужна дверь. Ух ты, да это же дропачив. Вот это да. Вол хакнули просто его, можно сказать. Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Ну хотя бы это немного времени занимает, в отличие от старта второй части. Вот там просто пиздец был. Просто пиздец. Там просто каждые 2 шага тебе звонят по полчаса. Па-па-па-парам. Нет, я не все части МГС проходил, естественно. Так. Ништяки. Ну ладно, подождите. Сперва. Kinda damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Он просто сидел на унитазе. Он не срал, вы поняли? Ему просто нужен был перерыв. Патрики? Патрики. Уже не лезут. Еще что-то крутится, смотрите. Та-та-та-тарам, та-та-та-тарам, таратам. Is that a woman? Not him. Да, я знаю про эту тему. Да, да. Конечно, мы будем это делать. Конечно. Конечно. На какой платформе это МГС? На PS1. Че, не селишься бессмертный, что ли? На обычной сложности? Да. Кто из вас так умеет? Не я, да, это уж точно. Это уж точно.
Надевает отжимания на одной руке. Зачем так уметь? Чтобы быть самым сильным в мире. Живот не дает оторваться от земли при полной вытянутой руке. Понял. Удобно устроился. Анджумани делает, да? А если она делает анджумани, то значит сейчас какое время суток? А? А? Ну-ка. Утро или вечер? Совершенно верно. Нет, не фаргусовская озвучка. Озвучка оставлена оригинальная. Растяжечка. Время накачаться, популярной стать. Татуировка нарисована на руке, кстати. Да, переводилка, наверное, с жвачки. Нормально ли так стоит на грязном полу? Ты что, не понимаешь, что ли? Она солдат. Она солдат. Она рождена для битвы была. Ты что, ты думаешь, что ее грязь какая-то смущает, что ли? Я тебя умоляю, дружище. Ну ты что? Да и вообще поебать на грязь. Опа! Гений. «98-й год, кстати, да. Нет там трусов? Ща увидишь. Представь, офис разговорный вот делаем что. Чел, мы тут смотрели в первый день марафона, когда я проходил Metal Gear первый, как Кодзима рассказывал, что он хотел во второй части сделать, чтобы чел там не только ссал, но и срал вообще. Так что без штанов сделать девушку, я тебя умоляю. Дурацкая решетка. Да дурацкая решетка, ну. Кусочек жопы видно, да. Ну теперь у вас не осталось там меньше трусы. Христианские видосы, не знаю, пока нет желания. В дальнейшем, возможно, посмотрим.
Да, сколько в разговоре помню, сколько в детстве было, помню, разговоров про то, что в первом Том Райдере можно, короче, Лару Крофт раздевать. Каких только легенд не ходил. Мне, кстати, так не удалось это сделать. Я до сих пор не знаю, может это или нет сделать. Но я точно знаю, что если... Не точно знаю... Ладно, я точно знаю, что это не сработает. Одна из таких легенд гласила о том, что если спрыгнуть в воду и резко из нее вылезти, то тогда она будет голой. Вранье. Не будет. Ну, с модами-то понятно. С модами там, наверное, можно вместо Лары и, не знаю, там, CJ поставить, например. Я достаточно много пытался. О, нет, я пытался очень много. Я был готов. Даже к треугольным этим сиськам моя рука была готова. Ну все, как говорится, по это и хватит. Ну что опять? Snake, the DARPA chief's signal is coming from somewhere in that area. Isn't there some place to drop down? Take a look around in first-person view mode. Я уже это сделал на твоей племяннице 7 раз подряд, чел. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? You here to save me, huh? What's your outfit? I'm the pawn they sent here to save your worthless butt. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for keeping the dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. What I'm about to tell you is classified information. Okay? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A weapon that will change the world. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. На те же грабли, третий раз. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? А я хуже движку Had a взорвал. couple of run-ins in the past. Как So они без that's the Петровича reason you were сделали? here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Arms Tech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data and then proceed to mass production. Я отвечу сейчас тебе, Тимсон, после вот этой If кот-сцены. it hadn't been for the revolution, Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping weapons. Hey! Shut up in there, will ya? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL? Yes, of course, there is a PAL.
It's set up so that you need to input 2 different passwords in order to launch the device. There are 2 passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech. That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? Мне весело, да. One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... Yes, they'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the keys? Baker should have them. Listen, you need 3 card keys. There are 3 different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, 3 card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the 2nd floor basement. 2nd floor basement? I heard the guards say they moved him to an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't Где же мы это уже могли areas with встречать, walls of да? different color? Где же это уже Here, было, take this. интересно? It's my ID card. It'll open any level 1 security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Это было в Metal Gear 2. Huh? It transmits data using the salts in your body as the transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So does the White House plan to give in to the terrorists' demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What is it? Hey, what happened? Metal Gear 2 я прошел несколько часов назад. Надо было спутником колоться. Dead. Naomi, the chief. What happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not. Snake, you've got to understand. This op is security level red. You need the highest security clearance to get access to the complete file. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you, the Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Так вот, Тимстон, возвращаясь к твоему вопросу, ты говоришь, чем же лучше... Чем же лучше этот Metal Gear по сравнению с, ну типа... По сравнению с каким-то там дефолтным, там, я не знаю.
грузовиком, да, с ракетой. So you killed the chief, you bastard. Придется тебе ответить потом. Liquid? No, you're not. Don't move. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. А если бы мне с тобой пистолета не было тогда, что? Я же мог его пропустить. Чего тогда было? Я бы схватил ее автомат. Ага. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think. Shoot. Так вот, возвращаясь к своему вопросу, Тимсон, ты спрашиваешь, чем же лучше Metal Gear по сравнению, там, не знаю, с обычным, по сравнению с обычным каким-нибудь грузовиком с ракетой, да, с ядерной? Отвечаю, Metal Gear — это бронированный танк, раз, то есть он, во-первых, бронирован, во-вторых, у него есть вооружение для самообороны, назовем так, в-третьих, он шагает, не ездит, а шагает, поэтому проходимость его увеличена. Вот. What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie. I'm telling you, shoot! У меня патрики кончились. А, все, да? Thanks for the help. Wait! Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. What the hell? Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Я все это придумал, кстати, говорит Кодзима, да? Все так. Так, интересно, а если я буду делать, смотрите, вот так? За это будет что-то? Значит, просто Кодзима любит такие приколяндры вставлять? Бан будет.
На Твиче бан. За то, что я показываю вам раз, два, три, четыре, да, 12 квадратов, да, мигающих. Можно залезть под кровать. Прикольно, да? Найс. Найс. По воронам пострелять, я выскажу за это по кодексу. А как я постреляю по воронам? Здесь целиться нельзя. Лимиасей. Спасибо за 2-й год, дружище. Рад, что ты с нами. От первого лица? Здесь нельзя стрелять от первого лица. Здесь нельзя так целиться. Это во 2-ю часть только добавили. Ну и снайперки можно, да. Бля, я и забыл, что здесь тоже эти темы есть. 6К Димыч, конечно, вообще сам себя косплеит. И не парится об этом. Вообще никак. С4, Х2, Х2. Круто, да? Патроны. Так, подождите, я же правильно помню, да? Нет? Неправильно? Это я со 2-й частью, наверное, путаю, да? Наверное, да. Граната. Граната. А вот так можно? Нет, так тоже нельзя. Сложность неуважаемая. Ну, просто, понимаешь, там проблема в том, что на другой сложности уже этот радар отрубит, а без радара уже как-то, ну, не так весело играть. То есть, типа, ну, как челлендж, конечно, можно было бы. Смотрите, смотрите, насколько гениален, смотрите. А? Вот так-то. Олигоншики, спасибо за полгода, дружище. Спасибо большое. 98-й год, да, вот так-то. Помехи почему-то. Нет, эту часть я много раз проходил. 2-ю проходил 1 раз. Так, нет, ты подождешь. Это должен твои 2 месяца, прости, пожалуйста, Сатурн. Вроде бы не доджил. Но если так, то прости, я не специально. Рациончик. Но он мне не нужен. Так. Когда успел? Ну, в детстве, например. На стримах я не проходил ее. Если вопрос был об этом. Am I too late? He's alive. You're the Arms Tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry. I'm here to save you.
No, don't touch it. C4. Опа, как ниндзя прямо прыгает, смотрите. Сколько времени заняло первое прохождение, не помнишь? Годы, чел. Special Operations Foxhound. Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Draw! Draw! Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. Да в смысле, откуда? I love to reload doing it. All right, I'm alive. Let's go. Ух ты, блин, паршивец. Так, знаете, что я вспомнил? Что я вот так давно не делал. Is everything all right, Snake? Don't give up. Ну-ка, о чем мне этот чел скажет? If you've got a question about Foxhound, ask Dr. Naomi. Revolver Ocelot is a former member of Spetsnaz. After the fall of the Soviet Union, he apparently served in the Russian tax police's elite SWAT team. After that, he joined the SVR, the Russian Foreign Intelligence Agency, which was formerly a part of the KGB. But according to my sources, he was dissatisfied with the rigid system of the KGB and wanted to get out. That's when he was recruited by Foxhound. He's a gun fanatic and totally obsessed with cowboy movies and spaghetti westerns. He's also something of a sadist. He learned the most advanced torture techniques while he was with Spetsnaz. Yeah, he had plenty of practice. Lubyanka prison is located right there inside KGB headquarters. Lubyanka. In a gunfight, reloading is usually the most dangerous time. But he loves it. Use that to your advantage. You'll have to take him out when he's reloading. Can you see where his number of remaining bullets is displayed on the screen? Wait for the right moment, and then take him out. You better hurry up. The old man's not gonna last long. Да как ты так промазал ты? Чел. Don't you want to settle this? Да блин, ну... Один патрон у меня. Ладно, надо подобрать новый. I love the smell of corda. You know, Так, а что будет, если у меня патроны совсем закончатся? Да хватит так делать, чел! Да... Болван, блин! Блин.
Проще по диагонали реально в него попадать. Еще позвонить? Зачем? Найс. Еще советы, что Миллер скажет? Так Миллер не по этой теме. The muzzle velocity of a bullet fired from a revolver is slower than one fired from an automatic. That's bad for you. The slower a gun's muzzle velocity, the more damage it does. That's because the bullet will tend to lodge in the body instead of going right through. Those kind of wounds take a long time to heal. Sometimes they never do. I think that's part of the reason he likes that gun. He's a real sick puppy, that Ocelot. The biggest drawback to a revolver is the reload time. That's your chance. Ай, блять, прямо в лицо попал. Да прекрати, ну! You're pretty good. Just what I'd expect from the man with the same code as the boss. It's been a long time since I had such a good fight, but I'm just getting warmed up. What? My hand! Наташу не звоним. Да потому что мне интересно, что она скажет. Can't you even die right? You were lucky. We'll meet again. Who are you? I like you. I have no name. That exoskeleton. Can you talk? На двух сегодня? Хз. The DARPA chief told me he gave them his detonation code. What about yours? Oh, I get it. Jim sent you. You're from the Pentagon. Answer my question. What about your code? There's no time. I talked. What? Now the terrorists have both codes and can launch any time. It's not like I didn't fight. I managed to resist Psycho Mantis's mind probe. He couldn't read you? How'd you do it? Surgical implants in my brain. Surgical implants? Kind of like a psychic insulation. Everyone who knows these top secret codes has it. Even the DARPA chief? Of course. But the DARPA chief said Mantis got his code by reading his mind. Are you sure you heard him right? Yeah, I'm sure. In that case, how did they get your code? I never had any training on how to resist torture. It looks like he had some fun with you, all right. Oh, he's not human. I tell you, he loved every second of it. What happened to your arm? He broke it. Looks like you're more than even now. His was sliced off. Ha, you're a funny man. So the DARPA chief, is he okay? Dead. What? Can't be. No, that's not what you promised, Jim. Now you want to shut me up? Calm down. What's wrong with you? I just told you I was here to save you. I didn't kill the DARPA chief.
He had a heart attack or something. A heart attack? Oh, don't be a fool. Anyway, the terrorists have both codes now. Those boys are totally insane. They wouldn't hesitate to launch. I agree, but what do they really want? Oh, who knows? Maybe they're like us in the arms industry, always looking forward to the next good war. Well, I'm not gonna let these maniacs start a war today. You still have the card keys? Card keys? To override the detonation code. I heard you had them. No, not anymore. What? Who does then? Not the terrorists? No, that woman. Woman? Who? A soldier that was thrown in prison along with me. A female soldier, it must be. She said she had just joined up as a new recruit. They threw her in prison because she refused to take part in the rebellion. A new recruit? Could that be the Colonel's niece? I gave her the key. Looks like she managed to break out of here, though. I hope she's okay. I'm sure she is. She's green, but as tough as they come. But how did you know she escaped? I was in contact with her by codec. Until I was tied up here, that is. Codec? Yes, she stole it from the guard. If she still has it, you should be able to contact her. I'm sure she still has it. What frequency was she at? Oh, yeah. Let me tell you, it's... Oh, sorry. I forgot. Damn! Ох уж этот гений. It should be on the back of the CD case. Try to contact her. I'll contact her right away. But tell me, Ох if this уж doesn't этот work, гений. is there some other way to prevent the missile launch? You need to find Hal Emmerich, one of my employees. Who's that? The team leader of the Metal Gear Rex project. A genius at engineering, but a little bit of an oddball. If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. What if he can't come up with anything? You'll have to destroy it. Emmerich knows how to destroy Metal Gear. Where is this Emmerich? Well, he's probably being held somewhere in the nuclear warhead storage building. It's north from here. That's where he worked. I understand, but why Metal Gear? The nuclear age ended with the turn of the millennium. Oh, you're wrong. The threat of nuclear war isn't gone. In fact, it's greater than it's ever been. Кинцо? The amount of spent nuclear fuel and plutonium is increasing even today. Listen, have you ever seen a warehouse full of nuclear material? No. Drums and drums of nuclear waste stacked this high, as far as you can see. Because there's still no real way to dispose of the stuff. So they just close the lid and try to pretend like it'll go away? Essentially, yes. And they're not even doing a good job of storing it. Many of the drums are corroded, with nuclear waste seeping out of them. Unbelievable. Not only that, but several pounds of muff are reported every year. Muff? It stands for material unaccounted for. It proves that there's a large and well-organized black market in nuclear materials. Furthermore, since the end of the Cold War, Russian nuclear engineers in particular are out of work with no way to turn. In other words, there's plenty of available nuclear material and scientists for making a bomb. We live in an age when any small country can have a nuclear weapons program. What about the other superpowers? Russia and China still maintain a significant nuclear presence. Complete nuclear disarmament is an impossibility. To maintain our own policy of deterrence, we need a weapon of overwhelming power. И еще кинцо. You mean Metal Gear? Yes. You know our industry suffered quite a blow as a result of the cuts in military budgets due to this so-called peace. I remember hearing a lot about mergers and takeovers among the big weapons makers. Yes, and after my company lost their bid to produce the Air Force's next line of fighter jet, the Metal Gear system was our last ace in the hole. That's why we pushed to have Metal Gear developed as a black project. Black project? Secret projects paid for by the Pentagon's black budget. You can avoid a lot of red tape and get a great lead time on your weapons production. And no one can bother you. Not even those bleeding heart liberals on the Military Oversight Committee. Bribes. I prefer to think of it as good business. Anyway, Metal Gear was going to be formally adopted after the results of this exercise were analyzed. I don't give a crap about you and your company.
Yes, that's about what I'd expect from a grunt like you. Here, this is what you came for, right? What's that? An optical disc. It's all here. The main hard drive was destroyed by gunfire. This is the only remaining copy of the data. What kind of data? All the data collected from this exercise. Don't play dumb. I know you were sent to get this. I hid it from that sadistic maniac while he was torturing me. They don't know this disc exists. Make sure you report this to Jim. To your boss. I'll give you my card too. It'll open up all security level 2 doors. Can you walk? No. No, you go on without me. They got my password. They don't want anything else from me. I have one more question. Who or what was that ninja thing? It looked like you knew something. That ninja? That was Foxhound's dark little secret. Dark little secret? An experimental genome soldier. You know him? You should ask Dr. Naomi Hunter from Foxhound. She knows better than I. Naomi? You've got to stop them. If it goes public, my company and I are finished. What? Doesn't Metal Gear use currently existing technology? Metal Gear itself does, but... What did you do to me? Oh, no. Oh, no, it can't be. Those Pentagon bastards. So, they actually went and did it. What are you talking about? They're just using you for... What the hell? Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. It looked like another heart attack, but... Some kind of poison? Well, there are lots of drugs that can cause a heart attack in large doses. For example, potassium chloride or dioxides, but we won't be able to tell without doing an autopsy. Damn! Snake, I want you and Meryl to work together. Can I trust her? More than you can trust me. Get in contact with her. Snake, there's a lot of electrical interference coming from there. It should be okay if you do burst transmission like us, but normal transmission is probably impossible. Try moving away from that area. Snake, get a hold of yourself. Naomi, what the hell was that ninja thing? A member of Foxhound? No. Are you sure? Yes, we have no one like that in our unit. Is that right? Snake, I'm counting on you. Уип. Вот такие дела, да. Нафидел. Так, ну что, давайте-то перерывчик, наверное, микроскопический, да, на пописать. И продолжим. Нормально себя ведите.
Так, ну что, все пописали? Бесоебите. Чтоб вас, блин, а? Что за люди такие? Вообще нельзя ставить. Такс. Что же делать теперь? Четвертый. Так, рациончик надо бы взять. Диск перевернул, надеюсь. Нет. Но я попробую вспомнить. Но сомневаюсь, честно говоря, что получится. Так. Или 60. Подождите. Так, 13 у меня еще цифра в голове есть. И 15. Who are you? I was really impressed with the way you busted yourself out of there. The one from the prison? You're the Colonel's niece, Meryl, right? No, it's not him. Just exactly who are you? I'm the fool that your uncle sent all alone into the middle of this whole mess. You came by yourself? You think you're some kind of one-man army? I don't need lectures. You're just like your uncle, you know? How do you know my uncle? We go way back. What's your name? My name's not important. Aha. Could you be Snake? Are you Solid Snake? That's what some people call me. The legendary Solid Snake? You? Sorry about before. I wasn't sure if you were one of the good guys. But I knew you were. How? It's your eyes. My eyes? They're not soldiers' eyes. 18 лет. They're rookies' eyes, right? No, they're beautiful, compassionate eyes. Oh, just what I'd expect from the legendary Solid Уже Snake. подкатывает, You да? trying to sweep me Классика. off my feet? Don't worry, you'll land back on them once you meet me. The reality is no match for the legend, I'm afraid. Oh, I don't believe that. Why did you look so surprised when you saw my face? Because you look just like him. You mean the terrorist leader, Liquid Snake? Yeah, you know him? You're not brothers, are you? I have no family. So what's the deal then? Who knows? Why don't you ask him? But first I want some information. You were involved in this exercise from the beginning. What exactly happened here? I'm sorry. I was captured along with President Baker right after the terrorist attack. That's okay. But what is this place? I don't think it's just a nuclear weapons disposal facility. Boy, oh boy, it's just like them. Nobody told you anything, did they? Okay, you see, this place isn't really for disposing nuclear weapons. This base is owned and operated by a dummy corporation of arms tech. This is a civilian base? Right, for the development of Metal Gear. Colonel. Foxhound and the Next Generation Special Forces were called here for the test launching of a dummy nuclear warhead. Why Foxhound? Because they're a special ops group used to handling top secret missions. They figured they could help keep it all hush-hush. But we must have fired nuclear warheads before. Why just this time? I heard it was because this was to be a final test before the formal adoption of the Metal Gear program. Well, that's what I heard anyway. Sounds kind of fishy.
So what do you think the terrorists want? Sorry. I'm not sure. I was captured with President Baker right after the revolt started. Oh yeah, that's when he gave you the detonation code override keys, right? That's right. Amazing you were able to keep them hidden from the guards. Well, women have more hiding places than men. Anyway, you met Baker, huh? Yeah. How's he holding up? He's dead. What? Heart attack. Same as the DARPA chief. The chief died from a heart attack too? Yeah. Was either of them sick or anything? No, not that I heard of. Well, I don't believe in coincidences. Something funny's going on. Sounds like it, but I have no idea what. Me neither. Yet. Do you know the person who designed Metal Gear? You mean Dr. Emmerich? Yes. Is he still alive? Probably. He should be in the research lab in the second-floor basement of the nuclear warhead storage building to the north. Second floor basement? Yeah, that's where his lab is. I think they're forcing him to work on the nuclear launching program. So they'll need him alive until that's done anyway. Then we better do something before he finishes. You're right. In case we can't override the detonation code in time, I need to ask him how to destroy Metal Gear. You plan to take that thing on by yourself, Snake? It won't be the first time. Ah. What's the best way to get to the building where the doctor is being held? There's a cargo door on the first floor of this building that leads to the north. What's the security level of the door there? 5. But it's okay. I've got a level 5 card. Well, I've got to go save the doctor. You should go. I'm going with you. No way. You're still too green. I want you to hide somewhere. I'm not green. Oh, yes, you are. You pause for just 1 second in front of your enemy and it's all over. Good luck doesn't last forever. I don't know what happened. I just couldn't pull the trigger right away. I never had any problems in training, but when I thought about my bullets tearing through those soldiers' bodies, I hesitated. Shooting at targets and shooting at living, breathing people are different. Ever since I was a little girl, I always dreamed about being a soldier. Every day of my life, I've trained my mind and body for the one day when I could finally see some real action, and now... So what now? You want to quit? I can't quit. I can't allow myself to quit now. Listen, Meryl, everybody feels sick the first time they kill someone. Unfortunately, killing is one of those things that gets easier the more you do it. In a war, all of mankind's worst emotions, worst traits come out. It's easy to forget what a sin is in the middle of a battlefield. But this isn't a war. It's a terrorist action. You're just a little jumpy from the combat high. The adrenaline in your bloodstream is starting to thin out. Just take it easy. But I learned all about combat high at the academy. We'll talk about it later. For now, just think about keeping yourself alive. If I get out of here alive, I'll think about that other stuff. Okay. Let me try to say this another way. Stay the hell out of my way. You're a real bastard. Just like my uncle said. Huh. I told you. The real me is no match for the legend. It looks like you were right. Okay, Snake. I'll be a good girl. We'll link up after I grab the doctor. Then we'll take care of the detonation code override. Gotcha. But listen, I know this area better than you. Call me if you have any questions. Be careful, okay? After I open up the cargo door, I'll contact you. Ох уж эти Кодзимы, конечно. Так, минуточку, а он что, здесь пойдет? Но там же яма. Как он прошел через нее? Он что, читер? Так, найс, зарядились. Так, а мне же увеличили, да, боезапас-то? Да, разве? Угу, все нормально. Ага. Это меня не наебешь таким. Фомас.
И патроны. Чел, подожди, пожалуйста, меня тебя задушить, чтобы ты меня не душил сам. Благодарствую. Так, здесь... У меня такое ощущение, что здесь, по-моему, еще где-то были заклеенные двери, которые взорвать можно, но я не уверен в этом. Кто-нибудь помнит? Наверняка. Вроде бы не похоже. А, вот. СШ-граната. И... МП-граната. И все, что ли? Ради гранат? Может быть, здесь тоже есть? Да, здесь тоже есть, смотрите-ка. И что тут у нас? С4, соком, соком. Опа, еще и яма была. Так, хорошечно, хорошечно. Косплейная снайка? Нет. Не будет. Только если за какой-то сабгол гигантский. Заклеенный в тепловизоре видно. Ничего себе. Так, ну сюда смысла-то нет возвращаться, да, тут. Тут ничего такого нету. Косплей на Мэрил? Ты не хочешь это видеть, чел. Snake, I unlocked the cargo door for you. Thanks. Where are you? Where I can see ya. Don't move around too much. Don't worry, I'm disguised in this enemy uniform. You won't be for long with the way you walk. What does that mean? Nothing. Listen, Snake, the cargo door is like an airlock. It's equipped with infrared sensors. Be careful. If an intruder is sensed, gas is released. Gas? Okay, so we'll meet at the nuclear warhead storage building. Wait, you said you'd stay put and be a good girl. I changed my mind. Don't get careless. That's when things always turn sour. Sorry, but this is the only way I can figure out whether or not I'm cut out to be a soldier. I gotta get my hands dirty. These guys are professionals. You're gonna get yourself killed. See you there. Да, ну же, конечно, ебейший саунд здесь все-таки просто жесть. Так, и теперь мне надо знать, в чем. Наверх подняться и двери пооткрывать, которые там были. Карточка-то есть теперь, правильно? Может, сейчас что и откроем. Например, вот. Карт-коробка А. МП-граната. Так, карт-коробка А — это то, что я думаю? На вертолетную площадку не написано. Гений? Ну, тупо гений, короче. Тупо гений. Откуда ты здесь взялся, чел? Господь, Господь, откуда он здесь взялся-то?
Ой, чел. А что тут надо? Какую? 4-ю? Жесть какая. Миноискатель, между прочим. Так, стоп. А почему, смотрите, здесь красная точка на радаре мигает? Почему? Смотрите, в центре стола вот здесь красная точка. Багуля? Коробки ДТП, по сути. Ну и прятаться в них еще можно. На первом этаже, думаете, это? Да ёбаный ты, блядь, сраный Башкиров заболтал меня. Спасибо, Снорк51, за 20 лет. Блядь, сраный чел. Сраный чел. Стоп, разве эта камера так ездила? Ты чё? Тихо. Чел. Я тебя задушу. Я тебя задушу. Я тебя задушу. Ты думаешь, я тебя не задушу? Задушу. Задушу еще как, блядь? Задушу. Иди сюда. Иди сюда. Ладно, хуй с тобой, живи. Я пойду твоих друзей снизу задушу тогда. Начну с вот этого. Так, рацион мне давай. За все мои страдания. Да. Ну вот, конечно. А когда нужны рационы? Шиш тебе. А, или он только там и ходит, да? Так, рацион давай. Рацион. Опа! Да это же глушитель носоком. Be careful, Snake. That airlock is set with infrared sensors.
You probably can't see them with your naked eyes, but there are infrared beams coming out of that wall. Touch any one of them, and the doors will seal off, and the place will be flooded with poison gas. Somehow, you've got to get through without setting off those sensors. What is it, Snake? Snake, listen to what Lo Ji said. He who knows that enough is enough will always have enough. Just because you see an item doesn't mean that you always have to get it. If you don't Нет, это именно это и значит. twice before you stick your neck out. It might not be worth it. Нет, это именно это и значит как раз. Если я что-то вижу, оно должно стать моим. Так, да ну, что? Snake, be careful. There are claymore mines around there. Use a mine detector. Who are you? Just call me Deep Throat. Deep Throat? The informant from the Watergate scandal? Never mind about that. You're not using burst transmission. Are you nearby? Listen, there's a tank in front of your position waiting to ambush you. Who are you anyway? One of your fans. Вау, никогда такого не было, и вот опять. Кто же это может быть? Да и мины лежа на пузе вроде нельзя было собирать никогда, да? Раньше-то. А теперь, смотрите, можно. Ух, гений. Решил играть в эту, да, потому что аутентично, да. Ты хватит поймай, но ты там говорил, что не хотел бы переезжать, чтобы не терять ту магию тех вещей, которых в привычной жизни нет. Про то же море что-то так грустно стало. Потому что ты переехал к морю и потерял магию моря? Ох, нет, это танк. Что же делать? Как же быть? Т-90. Нэш. Или Абрамс. This is Raven's territory. Великан и шаман, кстати. Snakes don't belong in Alaska. I will not let you pass. Send him a message. Мэрик Рекорд, спасибо за рейд. Здравствуйте всем с рейда. Здравствуй, здравствуй. Привет, привет. Мы сражаемся с великаном-шаманом в танке. That's right. You belong on the ground. You should crawl on the ground like the snake you are. Ну, а ты тогда летай. Нет, ну, да, а ты тогда летай, хорошо. Если мне на земле, тогда ты летай. Let's fight. Let's fight. Так, так, надо позвонить кому-нибудь. Например, Кэмпбеллу. Snake, look out for that tank's main gun. It'll pulverize you.
There should be some way. Ask Nastasha. She knows everything Он there is to сказал know about weapon Насташу? systems. Насташу? 141.52. 141.52. О, кстати, Наташа есть какая-то. Так. 141.52. Так, тихо. Да, я не хотел, сори. Хотя знаешь что? Почувствуй себя на моем месте, засранец. Нравится тебе? Нравится? Нравится? Я сейчас еще позвоню. Еще сейчас раз позвоню. This is Natasha Romanenko. This is Nastasha Romanenko. A pleasure to work with you, Solid Snake. You're the nuclear specialist that the Colonel mentioned? That's me. You can ask me anything about nukes that you want. I am also a military analyst, so I have an extensive knowledge of weapon systems as well. They asked me to participate in this operation as a supervisor from the Nuclear Emergency Search Team. I was happy to accept. We must not allow terrorists to get their hands on nuclear weapons of any kind. I hope I can help you to stop them. You're a tough lady. Those terrorists are serious about launching a nuclear weapon? Нет, это все, конечно, здорово. Ты не можешь сказать, как танк победить. And neither can I. Unfortunately, all I can do from here is provide you with information. Hopefully that'll be enough. Another soldier here wouldn't make a difference anyway. It's good to work with you, Nastasha. Same here, Snake. Ебал танкист в данный момент, да. Помню, это место для меня оказалось одним из сложных. Я пришел сюда без чиф-гранат, из-за чего он меня постоянно выносил, пока я его не переобузил с помощью невероятных тактических навыков остальных боссов. Изи выносил, кстати. Ну, кстати, ты меня только что заспойлерил, потому что я не помню, допустим, что здесь надо чиф-гранаты использовать. Ну, ладно, так разберемся. Жесион Дамир Хан, спасибо за Марит Рекорд. Марит Рекорд, добро пожаловать в Ранее Царство. Только тебя ждали. Лойс, мое уважение, располагайтесь. Так, Наташа. Алло. Алло. That M1 tank is equipped with advanced electronics. Once it locks onto a target, it automatically tracks it. And its main gun is effective up to 3,000 meters. To get close, you'll have to confuse the tracking system. Use your chaff. If you can jam the system and get close enough, it won't be able to use its main gun. Use your chaff at a long distance to fool its electronic systems. Ну, это была полезная инфа. Так, кому бы еще позвонить? Инструктору хочу позвонить. Нихера себе, это нормально вообще? Так, а ты? I think you might be able to fool the tank's electronic systems with a chaff grenade. Вот, кратко и по делу, блин, вот все бы так. Так. Побежали. Бежим. Не-н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 е-
Ай, блин. Да чел, не езди по мне гусеницами. Ай, граната! Прекрати, пожалуйста, это безобразие. А, блин, он прямо в жопу мне стреляет. Вы знаете, он целится прямо в жопу, когда я лежал. Вы видели? Жесть, ну и крыса. Держи. Все, 3 гранаты? Подожди, а сам вулкан не должен туда вылезти? Рейвен. Нет, я в курсе, что он будет дальше. Просто мне что-то в памяти моей было, что он...
Нет, не уходи, стой! Блин, там столько лута было. Нет, 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 вернись назад. He is just as you said. In battle, he is as if possessed by a demon. Much like you, I would expect no less. See? I told you so. But I will kill him. So, General Ivan, I hear he took your hand as well as your dignity. Watch your tongue, shaman. In the language Генерал of the Sioux Иван? people, Sioux means snake. It is known as an animal to be feared. Well, Snake is mine now. When I meet him next, I'll take special care of him. Not yet. Генерал Иван. Я правильно понял, да? He and I will meet again in battle. Same prediction as always? Yes, the raven on my head. У него ворона набита на голове. Я только сейчас заметил. Гений. Жесть, гений просто. Смотри, столько лет играю и до сих пор что-то новое узнаю. Тупо гений. Зачем ты сюда зашел? Балбес, вернись обратно. Пожалуйста, выпустите меня. Блин, ну в Battlefield из 3 гранат танк-то что-то вообще не выносится ни разу. В Battlefield танку на гранаты настолько похуй, насколько возможно. Опа. Еще граната. МП граната. Пою. Все отлично. Вот теперь я готов. Один реально гранатами пробить? Я думаю, что нет. Ну, смотря какие гранаты, конечно, но типа обычными осколочными, я думаю, что ни хера. Там просто, ну, броня такая, что тебе, что танку будет на это поебать. Накрути глушительный пистолет уже, а он разве не накручен? Я все равно не собирался пользоваться. Ты серьезно? Be careful. You absolutely must not use weapons in that area. I've already programmed the nanomachine so that he won't be able to, Colonel. What? What are you talking about? Have you forgotten? That's where they keep the nuclear warheads. Can't you see them? Yeah, there's lots of boxes piled up here, but are they all warheads? Yes, they're all dismantled warheads. They just leave them here? It's like President Baker said, totally careless. They're working on a limited budget. They try to put on a pretty face for the media, but this is the grim reality of it. Nastasha knows lots more about it than I do. Nastasha? All of the warheads in those boxes have had their detonation mechanisms removed, so there's no fear of them exploding. But if the warheads are broken, they might leak plutonium, and that would be a serious problem. Snake, Гусаров, спасибо за второй your год. weapon on Спасибо that большое. floor. Камера. Нормально. Опа, патрончики. Есть комикс, который высмеивает клише и сюжетные ходы Metal Gear. Называется Let's Destroy Metal Gear на комикс с комментариями переводчиками. Очень прикольно, советую знакомиться. Звучит хайпово, пожалуй, сделаю так. Так, го Насташе звонить. Snake, that is a nuclear warhead storage area. Are all these filled with nuclear warheads? Yes, but their detonation mechanisms have been removed. So I don't have to worry about this island turning into a pile of smoking rubble. No, but if the casing is damaged, they may be leaking nuclear materials. Please, make sure you do not use your gun around there.
И что она мне нового сказала? Говорит, позвони Наташе, она больше знает об этом. То же самое сказал, литерали то же самое. Ой, ох уж эти Наташи. Насташи, простите. Да, а ЕМП-гранату, главное, можно использовать. Подожди, дружище, подожди. А, нельзя, видишь? Блок стоит реальный, то есть я могу только ЕМП-гранатку здесь использовать и все, чтобы электронику отрубать. А ЕМП-граната это вообще real thing или нет? Или это херобора какая-то изобретенная в этой игре? Мэнберпик, спасибо за 2-й год. Спасибо большое. Так нет или да? Спасибо, Джейсон Дамирхан, за Ивана Грозного 85. Иван Грозный 85, только тебя и ждали. Лойс, мое уважение, располагайся. О, позорный хайповоз поехал. Е-е-е. Позорный хайповоз. Так, ты же не подойдешь, ведь прямо сюда-сюда. Откуда еще трое? Так, все, я сваливаю. До свидания. Счастливо оставаться, я поехал. Нет, не поехал. Как он меня заметил? Что за бред вообще? Первая смерть, кстати. Спасибо за Кирашмидтк. Джейсон Амирхан, спасибо за Кирашмидтк. Кирашмидтк, Лойс, мое уважение, продолжает Варен Царь, столько тебя и ждали. Располагайся. Черник, спасибо за 5 лет. Почему им можно пользоваться оружием? Потому что им не заблочили их над машинами им их не заблочили. Ну, это, я считаю, нечестно. Я стоял за углом, как он меня мог увидеть? Это бред полный вообще. Это ставит вопрос на гениальности, я бы сказал. Это ставит вопрос. Ну что это такое? Как это? Что за гениальность такая? Ну, значит, пойдем с этой стороны тогда, чтобы побыстрее его придушить. На скорую руку придушить его, чтобы его... Ген-модифицированные солдаты, кстати, с улучшенным зрением, так сказать. И слухом. Но при этом, самое что смешно, при этом сквозь стены они видят, ублюдки. Нет, он заканчивает писать. Нет, не заканчивает.
Гримстронг, спасибо за Кринжмастера 88. Кринжмастер 88. Добро пожаловать в Варание царство, только тебе. Да как? Что за гений? Да блин! Все, домой. Весь этаж перебил, кстати. Аутизм, спасибо за My Immortality. My Immortality, лось, мое уважение, бравошатное царство, что тебя ждали. Так, еще кто-то был? Кринжмастер 88, да, лось, мое уважение, добро пожаловать. Спасибо большое, ребят, за подарочные подписки. За то, что делаете этот хайповоз не ультра-гиперпозорным. Так, ну туда нам еще рано. В дамские не пускают. Да почему ты вообще сюда пошел, твою мать, а? Даже не думай, чел, даже не думай, даже не думай. Сука. Жесть, как чел в туалет хотел, аж бегом. Ну, ладно, я не буду, так сказать, давать тебе второго шанса, дружище. Сори. На заводе, спасибо за второй год. Стелс-комиссия в ахуе. Что за рота засых таких, а? И суд, а? Ну, зато пайков целая гора. Так, ну и что тут у нас имеется? Никита? Помните такой сериал? Ее звали Никита. Да, откуда вы можете это помнить? Молодежь! В мое-то время! Нет, это не фильм, это сериал был. Ну, что я могу сказать? Что-то давно мне никто не звонил.
Watch out. That place is filled with gas. Also, the floor is electrified. First, destroy the high voltage switch. It's the switchboard on the northwest wall. But how? I can't reach it. Use a remote-controlled missile. Гений. Не надо. Так, а где вообще противогаз? Можно я противогаз? Или я его скипнул уже где-то? Нет, я не мог его скипнуть. Я все очень подробно вылезу. Вот он. Протгаз. Опа! Ну гений! Гений. 98-й год, между прочим, хочу обратить ваше внимание. Так, а что тут на двери написано? Labo keep out. House lab keep out. Ага. Та-ра-та-та-ра-тай. Вот это да! Кто же мог это сделать? Даже и не знаю. Думаю, надо позвонить и узнать, кто бы это мог быть. What's this pile of corpses? It looks like they were all slashed by some kind of sword. Couldn't be. What? Nothing. Snake, I'm worried about Emmerich. Hurry up and get to him. Может быть, ты что-то знаешь?
Meryl, this pile of corpses, is this your handiwork? No way. I didn't think so. Who could have done that? You got me, but he must be somewhere up ahead. Then I guess you'll just have to go and find out. Круто. Ну а ты-то что-нибудь скажешь? Snake, you've got to think. Your mind is your most dangerous weapon. If things are getting too complicated, try to simplify your thoughts. You can also try calling Campbell for advice. Пацанский цитатник, кстати. Так, а если теперь позвонить? The ninja. What? That stealth camouflage. It's him. It must be. Snake, Emmerich's in danger. Hurry and go after him. Так, ну а ты-то знаешь что-нибудь про это? Ты ж тут местная. Hurry, Dr. Emmerich is in danger. Могла бы и не снимать маску для этого. На пакетик сока сел. Stealth camouflage? Who are you? Where is my friend? What are you talking about? Oh, what next? Snake. Yep, You're that's that me. Ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. What do you want? I've waited a long time for this day. Now I want to enjoy the moment. What's with these guys? It's like one of my Japanese animes. I've come from another world to do battle with you. What is it, revenge? It is nothing so trivial as revenge. A fight to the death with you. Only in that can my soul find respite. I will kill you, or you will kill me. It makes no difference. Fine. He can watch from inside there. I need that man. Keep your hands off him. Now, make me feel it. Make me feel alive again. Черт мимор! Нихуя, ты чё? That's good, Snake. Good. Now we can fight as warriors. Hand to hand. Ники Шима, спасибо за 4-й год. Ники Шимко, спасибо. Ну нихуя. С прогиба. Чел. Прекрати так делать.
Да чел, ну прекрати, ну. Вообще нечестно. Все оборудование отпинал. Так, все, я понял. Сначала на вертушку подбегаем, он отпрыгивает и бьем. Чел! Ну ты и крыса, конечно. Ну ты и крыса. Ну ты и крыса просто. Ну ты и крыса. Мне показали, куда ты спрятался, чел. Я иду. Что? Hurry up and catch me. А? Это нормально? Вот. Hurt me more. Нет, еще рано. Так, что ты теперь делаешь? Ох ты, ох, хитрец какой, а! В моей памяти он был сложнее гораздо. У меня рационов нет больше. Да сколько тебе еще-то надо? Блять, я сейчас нафижу. I felt that, Snake. Do
me now. Can't be. You were killed in Zanzibar. What? Not again. What's happening? I'm losing myself. Is it over? Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. No doubt about it. Ridiculous. Вот You of это all да. people should know he died in Zanzibar. No. He should have died, but he didn't. What? It happened before I joined Foxhound's medical staff. They were using a soldier for their gene therapy experiments. I never heard that. It happened right after you retired. My predecessor, Dr. Clark, was in charge. Dr. Clark? Yes. He started the gene therapy project. And where is he now? He was killed in an explosion in his lab 2 years ago. So what about this soldier? Apparently, for their test subject, they decided to use the body of a soldier who was recovered after the fall of Zanzibar. And that was Gray Fox. But he was already dead. Yes. But they revived him. They fitted him with a prototype exoskeleton and kept him drugged for 4 years while they experimented on him like a plaything. Today's genome soldiers were born from those experiments. That's the sickest thing I ever heard. They used him to test all sorts of gene therapy techniques. Naomi, why didn't you tell us about this sooner? Because it's confidential information. Is that the only reason? Naomi, what happened to Gray Fox after that? The record says he died in the explosion. I see. But even if that ninja is Gray Fox, the question is, why? From what I could tell, he didn't know who he was. Are you saying that he's just a mindless robot? I'm not sure, but he seems intent on fighting me to the death. We'll meet again. I know it. So you'll fight again? Until you kill him? I'd rather not. But maybe that's what he wants. Вот такие дела. How long are you gonna stay in there? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. We can't stay here forever. Your uniform is different than theirs. You're the Metal Gear chief engineer, Hal Emmerich, right? You know me? Бля, вспомнил про ебаную сестру его второй части. So you're here to rescue me. Sorry, but no. There's something that I've got to do first. Oh, well, at least you're not one of them. Are you hurt? I'm okay. I just twisted my ankle a little bit trying to get away. Well, if that's all, it's nothing to worry about. I want to ask you something. I need information about Metal Gear. Huh? Metal Gear? Yeah. What's Metal Gear really designed for? It's a mobile TMD. It's designed to shoot down nuclear missiles. Only for defensive purposes, of course. Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear-equipped walking deathmobile. Nuclear? What are you talking about? The terrorists are planning to use Metal Gear to launch a nuclear missile. You telling me you didn't know? They're gonna put a dismantled warhead into Metal Gear's TMD missile module? Wrong. From the beginning, the purpose of this exercise was to test Metal Gear's nuclear launch capability using a dummy nuclear warhead. The terrorists are just continuing the work you started. No, you're wrong.
I heard it directly from your boss, Baker. No. A nuclear missile on Rex? So you really didn't know? No. All the armament was built by a separate department, and the President personally supervised the final assembly of the main unit. President Baker? Yeah. I was never told exactly what they armed Rex with. I only know it's equipped with a Vulcan cannon, a laser, and a railgun. Давненько Metal Gear не показывали, да? A railgun, Yep. Yeah. It uses magnets to fire bullets at extremely high velocities. The technology was originally developed for the SDI system and later scrapped. We were successful in miniaturizing it in a joint venture between Arms Tech and Rivermore National Labs. The railgun is on Rex's right arm. Metal Gear's main function is to launch nuclear missiles. You sure you're not forgetting something? It's true that Metal Gear has a missile module on his back that can carry up to 8 missiles, but are you saying it was originally meant to carry nuclear missiles? Yep. Yeah, but that's not all I think. If Metal Gear fired only standard nuclear missiles, then they should already have all the practical data they need. No. Could it be? Metal Gear's co-developer, Rivermore National Labs, was working on a new type of nuclear weapon. They were using NOVA and NIF laser nuclear fusion testing equipment and supercomputers. So they developed a new type of nuclear weapon in a VR testing lab, huh? Yes, but you can't use virtual data on a battlefield. They would need actual launch data. These are some of the supercomputers. If you link these, you can test everything in a virtual environment. But it's all just theoretical. So this exercise was designed to test the real thing. What did our president do? If the terrorists launched that thing... Damn! Damn! I'm such a fool. It's all my fault. The truth is, my grandfather was part of the Manhattan Project. He suffered with the guilt for the rest of his life. And my father, he was born on August 6th, 1945. The day of the Hiroshima bomb. God's got a sense of humor, all right. 3 generations of Emmerich men. We must have the curse of nuclear weapons written into our DNA. I used to think that I could use science to help mankind. The one that wound up getting used was me. Using science to help mankind, it's just in the movies. That's enough crying. Pull yourself together. Where is Metal Gear? Where on this base are they keeping it? Ну так он же робот строил для противоракетной обороны. Where's that? North of the communications tower, but it's a long way there. The emergency override system for the detonation code is there too? Yeah, in the maintenance base control room. You'd better hurry. If they were planning a launch from the start, then their ballistic program is probably finished. And since they haven't called for me in a few hours, they must not need me. In other words, they must be ready to launch. Meryl's got the detonation code override keys. We'll link up with her. If we can't override the launch, we'll have to destroy Rex. I'll show you the way. Ну это спорная тема ананаса, она такая, типа, очень спорная. You'll just slow me down. You'll need me if you're gonna destroy Rex. I don't need you. I just need your brain. I created Rex. It's my right, my duty to destroy him. If you get a chance, try to escape. When the coast is clear, I'll contact you by codec. How am I supposed to escape from an island? Okay. So what then? I want you to hide somewhere and keep me informed. You know this place well, don't you? Of course I do. And don't worry, I've got this.
Вау, почти незаметно. Same stealth technology as the Ninja. Foxhound was going to use them, but with this I'll be fine. Bad leg and all. Good. But I want Meryl to watch after you too. Meryl, the engineer's okay. That's a relief. I want you to look after him. Where are you now? Very close. There she is! Over there! Oh no! Damn, they've spotted me. Психомантовская музыка играет. Ничего себе. Блин, следующий же психомантис. Did you hear something? Wasn't that some kind of music? What did she look like? She was wearing the same green uniform as the terrorists. A disguise? She had such a cute way of walking. She kind of wiggles her behind. You were really looking. Well, she's got a very cute behind. Way of walking, huh? 18-летняя жопа. If she's disguised as the enemy, you'll have to contact her when she's alone, huh? There's only one place where we can be sure she's by herself. Where's that? Don't be so dense. Here, use this security card. It's security level 4. You're not in pain, are you? Huh? You feel okay? Nothing bothering you? What's wrong? Getting all friendly all of a sudden. No, nothing. I'm glad you're okay. You're strange. I'm a little nervous. Everyone else I've saved suddenly dies. You're bad luck. Forget it, Doctor. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. An otaku's a guy like me who likes Japanimation. Japan was the first country to successfully make bipedal robots. They're still the best in the field of robotics. And Japanese cartoons played some part in that? They did. I didn't get into science to make nuclear weapons, you know. That's what all scientists say. I became a scientist because I wanted to make robots like the ones in the Japanese animes. Really, it's true. Да мы верим. Мы верим. Excuse to me. You're right. We have to take responsibility. Science has always thrived on war. Greatest weapons of mass destruction were created by scientists who wanted to be famous. But that's all over now. I won't take part in murder anymore. Whatever. All I want from you is information. Sure. I know everything about this whole base. Ask me anything about Rex or about this place. Also, with this stealth camouflage, I can sneak in and out of the armory and mess hall. If you need ammo or rations, just tell me and I'll bring them to you. Да, он может так делать? 141.12. See you later. Ему можно звонить, он будет приносить рационы и аммо? Серьезно? Я этого не знал. Так, ну что, на этом будем оффать на сегодня. Достаточно, я думаю, посидели, да? Вот, оффать будем, а в следующий раз, когда теперь продолжим это дело, вряд ли завтра, потому что у меня завтра то, можно сказать, ради чего я живу на этой бренной земле. У меня завтра рейды в World of Warcraft. Ну вот. Поэтому завтра стрим не факт, что будет. Если будет, то какой-нибудь типа ночной после рейдов, и то вряд ли, скорее всего. А до рейдов, если я и буду стримить, то это будет не МГС, это будет что-нибудь другое. Я не знаю, что. Не знаю. Вот, МГС тогда продолжим в понедельник. Snake, there's an old Chinese saying. A scholar who cherishes the love of comfort is not fit to be deemed a scholar. Einstein said it another way. He said that only a life lived for others is worth living. That's why I entered MIT instead of Princeton or Vassar like my friends. I wanted to do applied physics, not just theoretical stuff. I wanted to make things for people. The Soliton radar system or the Codex system. I just wanted to make something that would be useful for people. I think that it was the same for Dr. Emmerich, too.
But he was used like a tool, used to make a horrible killing machine. Maybe it would be better if engineers like us just stop making things. I don't know. Некого смотреть, все офнули? Как это? А на волосатые ноги Мэла? А? Там можно и не только смотреть. Там можно и всякие штуки еще делать. Пока на них смотришь. Джисон Дамирхан, спасибо за Леона Кики. Леона Кики, добро пожаловать в Оранье Царство. Только тебя ждали. Лось, мое уважение. Располагайся. Так, все тогда, чуваки. Давайте прощаться. Значит, значит что? Значит все. Значит все. Не забывайте подписываться там на всякую приколюху. Типа там, допустим, начнем вот с этого, да? Например, есть вот такая тема. Первый в мире only рекламный Инстаграм. Только рекламные посты. Да-да, я. Конечно, подписывайтесь и кекайте с того, что там нету обычных постов. Только рекламные. Помимо этого у нас еще что есть? Есть еще вот такая тема. Оп, нарезочки всех стримов. Да-да-да, теперь не обязательно смотреть запись стрима, если ты там что-то пропустил и не досмотрел. Можно просто посмотреть нарезочку, которая выходит буквально на следующий же день уже практически по каждому стриму. Вау, как здорово. Кто не подписался, напоминаю, тот лох. Вот так вот, да, такие вот суровые методы приходится применять против вас. Ну, также подписывайтесь на всякие группы ВКонтакте, Твиттеры. Я там делаю всякие анонсы. А в Дискорд наш не забывайте вступать обязательно, конечно, да, вот. Наш Дискорд великолепнейший, где все дружно общаются, обсуждают, как Башкиров не умеет жарить курицу уже который день подряд, и всякие другие приколюхи. Вот. Обязательно туда тоже вступайте. Там, если что, тоже анонсы всех стримов есть. Вроде бы ничего не забыл. Давайте еще раз посмотрим, на кого можно набежать. В столь ранний час можно набежать на волосатые ноги Мэла. Ну и так, да, действительно все. Хотя пойдемте лучше вон. Да, вот сюда лучше пойдемте. Волосатые ноги Мэла мы вчера смотрели. Все, давайте тогда. Спокойной ночи, чуваки. Хорошего воскресенья. Увидимся с вами, ну, скорее всего, в понедельник, наверное. Ну, может быть, и завтра, но маловероятно. Вот. Все, пока-пока.